Привет, мои дорогие! Сегодня как будто не выходной день, очень много новостей. Но я подчеркну эти новости заголовком таким, что Трамп летит угрожать Си. Ну, он это, конечно, в другой форме выражает, не как угроза. Ну, я вам прочитаю об этом. Убираю заголовок, потому что субтитры мешают людям. Ну, мешают читать субтитры, дорогие мои. Поехали. Все будет последовательно тому, как поступали новости. То есть я не собирал отдельно то, отдельно это, поэтому будем смотреть так. Ну, привет Ренату Ахметову. Они пишут, что враг атаковал шахту ДТЭК очередную. И пишут, что там в тот момент было там 400 с чем-то человек. Ну, короче, как они любят делать, вы это знаете. То есть там Дмитриев рассказывал очень интересную вещь во время интервью на CNN, ну, посещения CNN. Об этом я вам и расскажу тоже. Вот как раз Дмитриев, да, который рассказывает CNN. И я переведу, он на английском говорит. With all due respect, I mean, I've been to Ukraine since the war began, and it's not only military targets. I've seen apartment buildings that were flattened. Just earlier this week, a kindergarten in Kharkiv was bombed. I mean, it is not true that Russia is only targeting military targets. There are civilian targets throughout Ukraine that are being targeted. Well, of course, Russia is not targeting kindergartens, and our military needs to be asked about this specific situation. But there is lots of unfortunate, and by the way, any casualty is a huge tragedy, and this is why we want to finish this conflict as soon as possible. So why not? Ну, здесь они обсуждают, что Россия бьет не только по военным, но и по мирным, и в данном случае вот этот садик в Харькове. Ну, во-первых, тут есть лицемерие и очень много. Когда удар приходится по вот таким объектам, а мы знаем, да, эту схему, то есть кто-то вбрасывает в российскую разведку о том, что там скрываются какие-то люди, там тоже есть некоторые данные, что там собирали дроны именно в том садике, и поэтому туда приходит прилет. Они, конечно, не спорят, российская сторона, с этим. Они просто констатируют факты, что есть случаи, когда попадают. Но лицемерие в другом. Лицемерие в том, что когда Израиль стирал Палестину, включая там детские сады, школы и другие всякие учреждения, где дети находятся, весь мир ничего не говорил, молчал. А Трамп, который якобы, да, как рассказывает BBC, что его развернуло как раз вот это попадание в садик, потому что ему сразу же на ладошки приносят. Пожалуйста, они провели спецоперацию для того, чтобы ударили по садику, я имею в виду Украина. И быстренько ему приносят эти видео, как они бегут с детьми и все остальное, чтобы сыграть на Трампа, я не знаю, как это называть, сердце или на чем-нибудь еще, на чувствах, да, там уже есть одна помойка одна, которая там говорит, ну, я не хочу эти слова выражать, здесь это слишком вульгарно будет. И вот Трамп смотрит этот кадр и видит, да, бегут дети и все остальное, и сразу же все, и на разворот. То есть сейчас я вам просто расскажу все подробно. Мы читаем о том, что звонок Рубио и Лаврова остановил полностью путь на переговоры, но причина, как пишет CNN, по которой, кстати, CNN первая начала эти вбросы делать, и вот как раз Дмитриев находится на CNN и рассказывает об этом. И как раз CNN и написала, что, оказывается, это был детский садик. Ну вот этот вопрос CNN начинает вытаскивать за этот вопрос. Но дело даже не в этом. Я сейчас прочитаю вам перевод, который там был, да, и вернемся опять же к Палестине. Трамп договаривался с Израилем, чтобы он разваливал ту Палестину. Без разницы, где там прячется Хамас. А второе, если они будут делать вот эти вот садики и закрывать на них глаза, то мы получим прецедент, когда действительно в этих садиках будут прятаться те, которые принимают участие в убийствах людей. Потому что, ну, типа, российское руководство перестанет верить, и вот когда будет говорить о садике, все будут думать о том, что действительно там может быть подстава, а на самом деле подставы не будет. Поехали. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявляет, что целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе детским садам, не входят в намерения Москвы. Безусловно, Россия не ставит своей целью объекты, связанные с детьми. Но в условиях конфликта случаются трагические инциденты. Каждая человеческая жертва – это трагедия. Именно поэтому наша цель – как можно скорее добиться завершения этого противостояния, подчеркнул он.
о лицемерии, да, поговорим. Сейчас мы посмотрим, что предлагает российская сторона, да, и что предлагает вот эта вот коалиция желающих, которая уже сократилась до 3. Поехали. Дмитриев что говорил? Да, 3 ключевые вопроса окончания войны в Украине по версии России выглядят так. Это гарантии безопасности для Украины. Россия сказала, да, она открыта к предоставлению Украине гарантий безопасности. Второе. Есть и территориальный вопрос в тех районах, где живет русское население, которое подвергалось нападению со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Ну, мы знаем, это Одесса, это Днепропетровск, это Харьков, это те же Сумы, это тот же Чернигов, это Запорожье, и поехали дальше. И, наконец, вопрос нейтрального статуса Украины, который важен для безопасности России. То, чего добивается, да? Теперь коалиция желающих. Европа намерена усиливать санкции даже после остановки огня для достижения справедливого мира. То есть, получается, им пофиг. То есть, а зачем было начинать войну, если вы могли давить только санкциями? Потому что война вытягивает очень много из бюджета и экономики. Но есть одна проблема, что война уже бьет по Европе, поэтому лучше ее завершить и продолжить экономически. Лидеры также выразили намерение удовлетворить срочные финансовые потребности Украины на 26-27 года, в том числе проработать варианты использования полной стоимости замороженных российских суверенных активов. Там Бельгия, там я вам прочитаю, там отдельная статья, где Бельгия говорит о том, как это плохо. После прекращения боевых действий планируется развертывание многонациональных сил в Украине с целью обеспечить безопасность ее неба, морей, а также способствовать восстановлению вооруженных сил страны. Нормально, да? Окей, сегодня были прилеты, и сегодня даже катали мою дочь по этажам, потому что очень много было прилетов, и все боялись, что может прилететь опять в Ахмадет, и поэтому сегодня даже ее катали на кровати, ее вывозили, быстренько погружали там в лифт и спускали вниз. Так что было. Ну вот последствия. Это был прилет в ТЭЦ номер 6, дорогие мои. Она уже все. Ей уже хана. Смотрим. Это вертолеты тушат пожар, который горит, по-моему, насколько я знаю, до сих пор. Ну, на время выпуска новостей. Так что я просто попозже чуть-чуть расскажу одну интересную вещь для Европы, которую она не замечает. Мне кажется, знаете, в Европе настолько отупели, что они не видят, что они сами себе отстреливают ноги, причем двухстволкой. Ну, ладно, поехали дальше. И такой дробью хороший такой. Поехали дальше. Помните, да, как на начале войны там оскорбляли российских солдат, военных, Путина и так далее. Сейчас вот я вам отрывок интервью хочу поставить одного из военных, который рассказывает о том, кто на самом деле российские войска, а какие на самом деле украинские. Там немножечко на украинском языке, но там такой сурж, вы поймете. Поехали. Як ви оцінили би нашого ворога у 25-му році, де він нас переганяє, а де ми краще за них? Мабуть, всього переганяє. Як би там не було, це не прискорбно звучало. Мабуть, все. Вони навчилися швидше масштабувати все, В да? них є люди. І гроші. В них є люди. Гроші є у всіх, і у нас є гроші. Можливо, не так багато, але вони є. В них є люди. Все інше – це фігня. Вони можуть собі дозволити таке робити, а в нас нема. Тому це основна, в лінії дронів це основний пріоритет. Це знищення особового складу. Мене не цікавить вати, лати, мото, фігня все. Людина. Гармати і люди. Бачите, якось раніше було популярно применшувати роль ворога, називати чмобіком і таке інше, а зараз всі кажуть, вони... Та серйозно? Да. Пиздец, блядь. То есть, хорошо, якщо він чмобік, як він, блядь, забрав 25% України, чи 30, скільки в нас забрали? 30? Чмобік забрав. Так якщо він чмобік і в нас забрав, тоді ми хто? Значить, ми тоді маємо бути гірше чмобіка? Логічно? Логично, дорогие мои. Ну, если кто не понял, этот интервьюер спрашивал, это журналист, который ненавидит Зеленского. Ну, они его тоже там, наверное, где-то за что-то подвесили.
и он обходит стороной Зеленского. Так он спрашивает, типа, что сейчас, ну, как у России обстоят дела. Он говорит, что они везде впереди нас. Ну, этот военный говорит, что они везде впереди нас. А он говорит, а по какой причине? Деньги? Он говорит, ну, что деньги в Украине тоже есть. Ну, их воруют, конечно. Но нет людей. Вот нет людей. Он говорит, таких же раньше называли... раньше, он говорит, надо было приниживать, ну, типа, опускать россиян. Вот, и называть их там чмобиками. А он говорит, да эти чмобики забрали у нас 30% территорий. Так кто тогда мы, если они чмобики? Ну вот, в принципе, и, как говорится, все точки поставлены над «и». Да, уважение нужно как минимум. Уважение. Поехали. Фабы уже... это уже даже не фабы сейчас, дорогие мои. Сейчас я переключу. Подождите. У нас тут есть тоже хорошая новость, что 3 километра до закрытия котла. Сейчас командование войск России, оказывается, я не знаю, это вброс или нет, но вот я нашел в каком-то милитари паблике, что командование России выдвинуло командованию ВСУ в Покровске и Мирнограде ультиматум покинуть территорию Покровской агломерации. Вот показывает, что я не буду утверждать, что это правдивая информация. Но вот как нарисовано из карт Deep State, что там до закрытия крышки осталось там 3 километра. Посмотрим. Не хочется, как говорится, быть балаболом, поэтому лучше посмотреть, факт это или не факт, дорогие мои. Ну и поехали дальше. Россия накапливает бронетехнику на складах, чтобы организовать возможный танковый прорыв в Европу. Это уже замглавы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Чернев. Точно. Безусловно, именно в Европу. Поехали. Вот у нас и про ФАБы. Россия нанесла удар ФАБам по Каменскому на Днепропетровщине. Расстояние от зоны пуска до города составило примерно 150 километров. Скоро уже не дроновая война будет, а фабовая война. Потому что в России еще с Советского Союза наделали этих фабов, зная, наверное, о том, что произойдет. Их огромное количество. А сейчас налаживается производство 3000-х, 5000-х фабов. Именно берут вот те советские еще бомбы, приделывают к ним УМПК и ими уже шмаляют по Украине. Поехали дальше, дорогие мои. Трамп не остановился только на Венесуэле. Сейчас я вам покажу. США ввели санкции против президента Колумбии, некогда считавшимся близким союзником Вашингтона. США обвинили Густаво Петро в неспособности сдержать незаконный оборот наркотиков. Ограничения также коснулись его супруги и старшего сына. По сути, нет. Американцы хотят туда вернуть свои базы и все остальное для того, чтобы там нападать и контролировать весь этот регион. Какие американцы? Трамп пришел, понимаете, король мира пришел и давай. Ну, нарциссище. Президент Петро допустил процветание наркокартелей и отказался остановить их деятельность, заявил Скотт Бессент. Это еще одна овчарка Трампа. Печально, видите, выбрали миротворца, теперь этот миротворец пытается узурпировать все полностью. Ну и вот заявление непосредственно самого Трампа, дорогие мои. Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином возможные пути завершения конфликта в Украине. Мы хотим, чтобы Китай, внимание, оказал содействие в вопросах, касающихся России. Мы ввели против России очень серьезные санкции, думаю, они окажут значительное давление, но я бы хотел, чтобы Китай тоже включился в этот процесс. Я вам уже не один день говорю о том, что Китай помогает России всячески, потому что Китай прекрасно знает, чем закончится для него же. Ну, вы должны понимать, да, если вы знаете, что вот в семье, да, если не станет защитника вашей семьи, то вы будете беззащитны. И Китай это также прекрасно понимает. Так вот, Трамп что пытается сделать? Трамп пытается упросить Си Цзиньпина своими методами, да, маргинальными, там, рассказав о том, что будет там какие-то пошлины бешеные, если он будет помогать Путину дальше. Или он ему даст какую-то конфетку для того, чтобы тот отказался. Это уже не первый раз. То есть, понимаете, да?
Трамп всячески обкладывает Россию. То есть нефть они уже не покупают, внесли их там в санкционный список еще две компании, потому что до этого еще другие были компании, которые также внесли в этот список, я имею в виду в санкционный. И он хочет, чтобы он видит, ему поступает сигнал, опять же, этой гниды зеленой, да, которая рассказывает, что Китай дальше помогает. Я вам вчера показывал кораблики, да, которые там перегружают СПГ. Так этот СПГ нигде не продается. Этот СПГ везется в Китай для их нужд. А сейчас вот самое плохое, что Китай не услышал Путина давно еще, когда строили силы Сибирь, что ее нужно было расширять тогда, а не дожидаться, когда вот произойдет вот это. То есть они должны по суше и нефть перевозить, ну и транспортировать, грубо говоря, и газ. И сейчас, пока они вот делают вот этими темными схемами, вот, быстрыми шагами отстраивают вот этот путь туда, силы Сибири. Но там уже появился Казахстан. Казахстан, который якобы не видит, как ДРГ украинские приезжают туда, выставляют дроны, и с этих дронов лупят уже непосредственно даже по югу Урала. И также могут влупить и по тому нефтепроводу. Но Казахстану там уже такое предупреждение было хорошее в этом плане. Это чтобы вы понимали. Так вот поэтому Трамп и летит туда, в Китай, сказать: не помогай Путину. Будешь помогать, мы, значит, ну это угрозами. Он пойдет угрозами. Он маргинал, он не может действовать как-то тактически, логически и так далее. То есть я вам просто переведу. Помоги убить Путина, а потом мы убьем тебя. Китай уже знает Трампа. Он еще его в первый срок скушал. Я вам говорю, Трампа в этом сроке вышвырнут нахер. Просто вышвырнут. От того, что он творит, это жесть, это даже не слон в посудной лавке, это какой-то хряк, который бегает, все бьет, разбивает, срет, и поэтому говно же и бегает и размазывает по этой же посудной лавке. Поэтому, ну, Индия обосралась, мы видим сразу же, выпала сразу же, как люди говорят, там, выпал из БРИКСа, да, там, и Бразилия выпала, и Индия выпала из БРИКСа, да, и другие, те, которые там нахваливались там. А у наших европейских этих всех коалиций желающих, там выпало их, там, наверное, штук 40, а то и больше их выпало. Китай не уйдет с этой позиции, потому что развалят Китай. Все делается для того, чтобы развалить Китай. Китай это прекрасно понимает. И российская разведка об этом говорит, и их разведка об этом говорит. Есть интересные факты, что для того, чтобы воровать технологии, да, специально даже женят с детьми. Точнее, девочки выходят замуж, да, ну, можно сказать, Женя там в этой, в Силиконовой долине, да, для того, чтобы... И китайцы тоже это делают, то есть и россияне это делают, и китайцы это делают. И там детей рожают, и не по одному. Они друг друга любят, а она постоянно отсылает все секреты, все данные, дорогие мои. Окей, поехали дальше. Вот тут вот график, где показывается, ну, цифры, где показывается, сколько изнасилований на 100 тысяч человек. И вот у Польши всего лишь практически 1,5 изнасилования. Вот сейчас я вам хочу прочитать интересную статью. Почему так? Около 90% иммигрантов Польши белые, в основном украинцы и белорусы. В то время как немногие иммигранты из Азии, Африки и других регионов составляет менее 10%. Именно это сказывается на статистике изнасилований на 100 тысяч человек в сравнении с другими странами Европы. В Бельгии 34 изнасилования на 100 тысяч, в Дании 45, во Франции 52, в Швеции 90 и в Англии 109. 109 изнасилований на 100 тысяч человек. Так что... это последствия. Я знаю, что сейчас там Медведев начал бороться очень сильно с иммигрантами в России. Я сегодня видел буквально кадры драк на улице иммигрантов в Москве непосредственно. Ну, я думаю, Россия быстренько справится с этим, как 80-е. Справлялись быстро. Поехали. Интересная тоже статья.
Она, правда, будет очень короткая, и вы все поймете. На заседании коалиции желающих в Лондоне поддержали призыв Трампа остановить войну в Украине по линии фронта. Подписали, впрочем, заявление только 3 лидера. Стармер, Макрон и Зеленский. Ну вот теперь посчитайте, от 52 человек, которые, да, не человек, а стран, которые помогают воевать, сколько отнялось. А там же была коалиция желающих. Извините, они там давят и на Мелони, мы же говорим Мелони, да, мы же говорим, вчера еще говорили об этом. Испания отвалила, и мы слышали, да, как Зеленский стучит на нее, и Трамп там что-то говорит. Вот. Отваливают. И остается только у нас Стармер и Макрон. Куда-то Мерц отвалил тоже. У них там тоже проблемы с этим. Хорошо, сейчас я вам покажу, как в Одессе говорят, нашего человека. Наш человек. Сейчас я вам покажу его. И вот наш человек говорит, что 25 января 26 года мы будем праздновать окончание войны. Я вам говорю, это не как пророк и раввин. Это мнение великих людей. И теперь мы послушаем оригинал, дорогие мои. Как мы говорили только, что война закончится через 2 месяца. Я готов за это спорить. И если война закончится до 15 января, мы с вами встречаемся тут на Большой Лахаим. Договорились? Это с Божьей помощью, да. Я извиняюсь, я уточню, 15 января 26 года, да? Да. На всякий 26 года. на всякий. Да. Мы дали чуть-чуть еще больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать. Это будет уже после окончания войны. Как война только закончится, весь мир хороший, в хорошем смысле этого слова. Я бы сказал, Арестович, сними бороду. Дорогие мои, потому что в это верить нельзя, ничего не показывает, что это произойдет. Обычно, чем больше они начинают говорить о мире, тем больше будет эскалация войны. Я вам это точно гарантирую. Поэтому уже и Тимошенко говорила про ноябрь, а этот говорит про январь. Они сами где-то что-то это самое. Но в любом случае, тут верить нельзя, тут это будет видно. Я вам хочу сказать одну вещь. Вот я поднимал статистику завершения войн, вот, для того, чтобы провести параллели. Вторая мировая война не закончилась быстро. Били Гитлера аж до Берлина, пока его там не бомбанули. То есть они не сдавались, пока реально не зашли в Берлин, и в Берлине их не отлупили, и там уже, да, как сказали, да, Гитлера нет, хотя там говорят, что Гитлер просто куда-то испарился, и его генералы принимали решение. То есть примерно можно провести параллель вот именно с этим. Либо, как мы понимаем, я вижу заинтересованность Трампа в войне, потому что все, что он делает, он играет, знаете, некого медиатора, который успокаивает Россию, что вот скоро будет мир, вот мы скоро угомоним Зеленского, вот чем он занимается. То есть он является просто успокоителем России и играет именно на то, что вот скоро будет мир, 24 часа, 2 недели, вот мы скоро, вот уже увидите. Сколько раз он это говорил? Больше 100 раз, наверное, он об этом говорил, что вот-вот мы уже приближаемся и все. А потом то садик ему не понравился, да, то и разговор Рубио с Лавровым и так далее. Потому что, знаете, когда украинская сторона начинает рассказывать, что после войны мы закачаем страну полностью всю оружием и милитаризируем ее, а все сидят такие думают, так а какие цели были СВО? По сути. Поэтому я вижу Трампа на стороне тех, кто ястребов войны. Он просто занимается игрой, успокоением, да, России и усыплением ее бдительности. Благо, что Россия прекрасно знает, как в этом реагировать, на это реагировать. Да, они там много раз же просили остановку, там, Путин делал на празднике, мы знаем это. Остановку там огня, вот. Но при этом украинцы начинают продвигаться, нападать или что-то делать еще во время остановки огня. Мы это прекрасно знаем, поэтому Россия изучила и весь Запад, лживый Запад, и знает прекрасно, что это за такое и с чем его едят.
Франция готова при необходимости направить войска в Украину уже в 2026 году в рамках гарантий безопасности. Это начальник штаба сухопутных сил Шиль. Ну да, цели СВО как раз были, чтобы Франция туда направила войска, а потом такие говорят, что мы не договорились. Ну, конечно же. Ну, теперь я хочу вам прочитать про то, что министр обороны Бельгии Тео Франкер заявил. Это очень интересная статья, и на ней, наверное, закончим сегодня. Я же говорю, что много новостей. Многие европейские лидеры под руководством Балтики, Каи Каллас, хотят передать Украине замороженные российские активы через юридически шаткую конструкцию. Логика проста. Россия разрушает Украину, значит, российские деньги должны пойти на ее восстановление. Ну что ж, эти деньги, конечно, нужны вовсе не на восстановление Украины, а на то, чтобы продолжить войну дальше. Что логично, войны стоят огромных денег, а то, что творят там русские, не поддается воображению. Проблема в том, что так создается прецедент с колоссальными последствиями. Если станет ясно, что государственные средства больше нельзя безопасно размещать даже по определению нейтральных институтах вроде как Евроклир, то кто тогда решится это делать? Это по сути золотая возможность для антизападного блока, чтобы поставить под сомнение всю систему международного движения капитала. Даже во время Второй мировой войны никто не решался на такую сомнительную конфискацию. А уверены ли мы, что платить за это не придется одной лишь Бельгии? Напоминаем, что проглотить почти 200 миллиардов при нашем дырявом бюджете и огромном госдолге – это самоубийство. Думаю, не нужно. Другие страны обещают солидарность на словах, но когда дело подходит до жестких гарантий на бумаге, все становится иначе. И, кстати, что с остальными миллиардами российских активов, замороженных в других западных странах? Почему об этом никто не говорит? Почему речь идет только о деньгах Евроклир? Хотят подставить Бельгию, вот почему. Путин эти миллиарды никогда не отдаст. Он воспримет это как акт войны и нацелится на Бельгию. Это будет больно, очень больно. И, возможно, в ответ он конфискует 200 миллиардов западных активов, движимого и недвижимого имущества в России. И это будут уже не только бельгийские деньги, а прежде всего средства США, Германии и Франции. Так что круг замкнется. Видите, как они хотят? Чтобы не они это делали, а Бельгия. А их активы типа никто не тронул. Как раз Дмитриев по этому поводу и там находится. И американская сторона его туда пригласила. Бельгия всем сердцем поддерживает украинцев, и мы продолжим это делать. Но это не значит, что мы должны терять рассудок. Вот это по-европейски. Мы вас поддержим, но рассудок терять мы не будем, дорогие мои. Я считаю, что это правильно, что они не теряют свой рассудок. Окей, дорогие, на этом пока все. Надеюсь, что уже новости притормозятся, потому что в таком огромном количестве их надо еще обрабатывать, и выходные дни мне тоже нужны. Подписываемся, дорогие мои, кто не подписан, и я вас всех обнял.